Я еду за своими. Лечу 9 часов на самолете навстречу солнцу. За 3-9 земель в чужую страну, иную культуру, духовную традицию. Мне хочется их вернуть. Я должен попытаться, ненавязчиво, с любовью, с терпением. Потому что они наши, потенциально наши, как их деды, как прадеды, как 100 лет назад, 300, 500, 1000 лет. Так долго наш народ был православным и будет до скончания времен. Почему они ушли так далеко на восток в поисках истины, смысла, Бога? Я пытаюсь их понять, войти в мысли, переживания, и прихожу к тому, что их вдохновляла неутоленная жажда. Жажда духовной мистики, опытной, живой, которые они не получили в родном православии. Не получили, но это не значит, что у нас нет этого опыта, что он нам не знаком. Здесь я говорю не о личностном опыте каждого. Опыт церкви за многие века говорит нам о сотнях, тысячах преподобных, чей духовный опыт выходит за рамки, за границы принятого, понятного, был мистически чрезвычайным настолько, что заставлял свидетелей сначала благоговейно замолкать перед этим неординарным явлением, а потом долго передавать с восторгом и удивлением увиденное и пережитое. К сожалению, такие чрезвычайные явления в современном мире умаляются, становятся редкими. Люди, формально относящие себя к православию, знают его больше в обрядовой форме, исторической, культурологической, этической, часто даже и не подозревая, что церковь наполнена мистикой не только в таинствах, но и в 2000-летнем опыте личной, внутренней, умной молитвы. Опыт этой молитвы выстраивает не просто диалог с Богом, который по большей части можно назвать монологом с нашей стороны в сторону далекого, неведомого Бога. Эта практика умной молитвы приводит нас к соединению, сочетанию с Богом, к обожению нашей природы, для чего мы и созданы. Да, это становится редким, но не прекращается совсем. Это есть, это может быть, это должно быть. Иначе религия становится философией. Перестает быть живой, бытийной, становится мертвой схоластикой. И те, кто ушел, я думаю, они ушли от смерти, от духовного ничто, и пошли искать далеко в чужие традиции, буддизм, индуизм. Пошли искать то, чего не нашли в православии. Не нашли в связи с тем, что редкое явление реального личностного духовного опыта создало впечатление, что его просто нет. Нет ни опыта, ни самого учения о молитве, как о мистическом состоянии нашей души. Молитва стала называться чтением, вычитыванием, пропеванием, проговариванием.
она перестала определяться как состояние. Это разочаровывает пытливые, мистически талантливые души, выталкивает их из родной традиции восточные культы в практике медитации. Я лечу в Японию. Лечу не для того, чтобы рассказать соотечественникам о буддийской, синтоистской культуре. Моя цель — открыть для многих сокровенный мистический опыт нашей православной умной молитвы. Эта традиция, учение является само по себе сверхъестественным, чрезвычайным, но главное — результат. Результат, который оно дает. Обожение. Соединение нашей тварной природы с энергией Бога. Я буду говорить о православной мистике, а японские пейзажи будут всего лишь фоном, иллюстрирующим рассказ о нашем родном. Религия без Бога. Так часто определяют буддизм. Это совсем не означает, что в философии буддизма нет идеи Бога, стремления познать сверхъестественное. Буддизм очень много трудится в этом направлении. Но именно вопрос направления является ключевым в наших с ним различиях. Можно употреблять очень много труда, искреннего, стабильного, пользоваться целым инструментарием технических, психофизических средств аскетики, некоторые из которых будут схожи в наших духовных практиках, но просто двигаться не в том направлении, именно употребляя труд и искренность. Буддисты в практике медитации, концентрируясь на идее сверхъестественного, освобождают свой ум от впечатлений, переживаний, от любой сложности и направляют его вверх в космос. Именно это направление не позволяет им познать персонального Бога. Ибо чем дальше ум бежит в бесконечное пространство космоса, чем дальше и быстрее,
тем дальше удаляется от них Бог. Бог как личность, персона. Растворяясь, трансцендируясь в бесконечности Вселенной. Это духовное явление я называю убегающий Бог. Бог, который становится Богом никто. Никто как персона. Он переходит в область идеи, философии, о которой можно говорить, рассуждать, но никоим образом нельзя понять, познать. Именно в направлении наши противоречия. Не в технических средствах, которые в некоторых деталях могут быть схожими. Православное направление практической мистики, как подсказка, рекомендация, изображено на древних византийских иконах. Обратная перспектива. Сознательное нарушение линейных законов. Если классические законы пространства сводят все линии в одну точку к горизонту, и именно так оно и есть в нашем физическом мире, в древней византийской иконе перспектива строится наоборот. Все линии направлены не к горизонту, а в обратном направлении, от горизонта к тебе. И точка схождения их находится не вовне, а внутри тебя. Направление поиска Бога не лежит в бесконечную необъятность космоса, размывая его в ничто, а наоборот, движется совне внутрь тебя, собирая, линзируя Бога внутри твоего сердца, там, где находится твое личное «Я», и именно там, в глубине сердца, происходит встреча с личностью Бога, уже именно не размытой, обезличенной, а очень определенной, персональной. Это погружение внутрь своего сердца, которое тоже подразумевает максимальное сокращение эмоционально-впечатлительного состояния ума, который мы пытаемся через духовно-практические упражнения сократить до простоты малости точки. Эта духовная практика называется в православии умным деланием. Евангельское понятие, данное нам самим Христом о вхождении в Царство Небесное, это понятие аллегорически сравнивается с прохождением через игольное ушко. Царство Небесное внутри вас есть. Так определенно говорит наш Божественный Учитель. Внутри вас, то есть в сердце. И до тех пор, пока мы будем эмоционально впечатлительно широки заботами мира сего, до тех пор широкое не пройдет тесным путем. Верблюд сквозь игольное ушко. Практика умной сердечной молитвы предполагает движение ума в точно определенном направлении, не вовне, а внутрь, в сердце. И сама возможность вхождения внутрь сердца, то есть в царство для встречи с Богом, определяется важным условием – сокращением ума до простоты точки,
точки, которая способна пройти сквозь игольное ушко вместо встречи с другой точкой, личностью. Личностью, которая определяет цель всех наших надежд и исканий, самого смысла бытия. Бог из убегающего, постоянно трансцендирующегося, становится персоной. Персоной, которая движется в сторону тебя, буквально внутрь тебя, в самое сердце. В таинстве умной молитвы мы сознательно сокращаем свое творческое начало, ограничиваем его движение вдаль, в широту, утесняем себя эмоционально, впечатлительно, собираем, утесняем ум, не позволяя ему парить, мечтать и в какой-то мере переживать. Создается впечатление, и в некоторой мере так оно и есть, что мы убиваем в себе творческое начало, способность творить, переживать, жить. Но если мы созданы по образу и подобию Божию, а Бог — Творец, и творчество — это одно из основных Его качеств, наше богоподобие не просто позволяет нам творить. Оно в некотором смысле обязывает нас это делать. Происходит противоречие между ограничением, утеснением творческой силы души и смыслом нашего создания по образу и подобию, которые от природы своей стимулируют в нас творчество. Противоречие устраняется приведением нашего творческого начала в соответствии его первоначального смысла, так как его создавал Бог. Суть дела в том, что вдохновением нашего духовного художества является Дух Святой, никакая другая сила, энергия. Все, что происходит от нас самих в связи с нашим несовершенством или через вдохновение от духов, чуждых Святому Духу, все несет на себе печать несовершенства. Несовершенство еще в лучшем случае.
Иногда творчество приобретает формы нравственного и эстетического, философского уродства. Так вот, в православной аскетике, в науке умного делания не стоит задача умертвить в нас творческое начало. Не умертвить, а преобразить, обожить. Чтобы вдохновляющей силой, энергией, дающей нам динамику творчества, наряду с нашей собственной была сила Святого Духа, то есть сам Бог. Только это состояние можно назвать божественной симфонией, симфонией Бога и человека. Если было бы возможно просверлить земной шар насквозь, то погружение вниз после определенной точки, то есть после центра Земли, изменилось бы в движение вверх. Эта аллегория очень похожа на практику православной аскезы по утеснению психосоматической природы человека, его впечатлений, эмоций, творческого начала до простоты, малости точки. Но эта точка на самом деле не является тупиком нашего «я». Я бы назвал ее точкой линзирования, за которой происходит расширение в обратную сторону, в спектральном богатстве света, разделенного на целую гамму цветов. Умирание переходит в преображение. Для непосвященного человека может создаться впечатление, что православные аскетические ограничения создают рамки, убивающие творческое начало души. На самом деле, эти рамки выстраивают душу в правильном направлении. Направлении, проходящем сквозь точку встречи, преломления, за которой на самом деле не тупик, а простор, широта творчества, уже не ограниченного эгоизмом. Троицу Андрея Рублева никогда не смог бы написать человек ограниченного полета вдохновения. Это произведение совершенно свободно от земных ограниченных рамок, стереотипов. Это не портрет Бога, которому даже кощунственно подходить в технике, законах портрета. Это поэзия о Боге и Богу. Обратите внимание, как свободны были лучшие мастера византийской кисти от рамок и условностей земных принципов и соображения. Конечная идея, задача ставилась выше рамок традиций. Это и обратная перспектива, и нарушение пропорций, законов анатомии. Все это не замыкало в рабстве иконописца. Он сам был хозяином, повелителем этих законов. Заставлял их работать на себя в связи со своей духовно-творческой задачей. Они не писали портрет. Они писали произведение, симфонию. Если творческая задача требовала соединить печально-умилительный наклон головы со взглядом внутрь тебя, иконописец, не задумываясь, ломает анатомическую линию глаз и соединяет склоненную голову со взглядом, определенным его творческой задачей.
Живописец не будет писать открытым красным цветом губы. Они будут кричать, выбиваться за рамки. Иконописец все уравновешивает простым, смелым решением. Этим же красным делает несколько штрихов, подчеркивая нос и складку глаз. И все на своих местах. Это не ограниченность. Это свобода, полет, вдохновение. И опять же, это не портрет Бога. Это поэзия о Боге. Обратите внимание на историю жизни многих великих деятелей искусства. Как трагичны их судьбы, надорван их внутренний мир. Кончина в психиатрическом надрыве великого Врубеля. Драма Ван Гога. Все это плоды непреображенного творчества. Творчества, замыкающегося в самом себе, в психологическом тупике, который не дает радости жизни, напротив, надрыв и потерю смысла. Мы созданы по образу и подобию, и созданы Богом. Но это не окончательно. Самое главное, что мы должны понять, Он и есть источник жизни, смысла и вдохновения. Наша самоизоляция от Него является движением в тупик, в никуда. Долгим ли будет этот путь или коротким, конец его один и тот же. Все, что не движется в сторону источника жизни, вдохновения, умирает. Бытие духовного мира, в отличие от привычных законов мира сего, часто происходит вопреки. Духовный мир иррационален, полон антиномий. В это пространство не получается войти с инструментарием привычных стереотипов. Его нельзя мыслить и познавать в законах логики, которая часто заводит ум в духовные тупики, лабиринты. Духовное живет своей жизнью. И часто нам приходится смиряться с невозможностью понять детали, природу явлений.
Но мы принимаем сверхъестественное по факту его результата, его бытия. Я вижу это как событие, как результат, хотя и не понимаю во всей глубине его природы. Антиномии часто не поддаются логическому, рациональному мышлению. Они входят в область веры. Веры не философской, а бытийной. Входят как факт, который есть и по-другому не может быть, ибо в противном случае все рушится. Одним из самых сложных догматов православной веры является вочеловечение Бога, Его воплощение. Рациональный ум при всем желании и сочувствии не может вместить эту невместимую истину. Как Бог, Создатель бесконечной Вселенной, не ограниченный ни временем, ни пространством, вдруг ограничивается такой малостью, как человеческое тело. И вообще, в принципе, материальным миром, его рамками, законами. Многими эта деталь нашей веры воспринимается как слабое место, богословский примитивизм. Сокращение дистанции между бесконечно совершенным Богом и ограниченным человеком переживается как унижение, осквернение великости духовного. Христианство не боится духовных противоречий, не ретуширует их, а часто сознательно подчеркивает, акцентирует ими свое вероучение. Воплощение Бога мы живем как акт веры, веры бытийной, а не философской. Этот акт оживляет для нас Бога, переводит его из области трансцендентной философии в область бытия. Мы начинаем его жить. Его бытие становится нашим бытием. Ибо останься он за пределами своего совершенства, непознаваемым, надмирным, такой Бог умирает для нас, перестает быть. Так как он никоим образом не может войти в мое бытие, он становится мертвым Богом, никем для меня лично. Он живет только в себе, для себя, но во мне его нет. Нет как персоны, личности. Он умирает для меня, становится фантазией, иллюзией. Богом, которого нет. Это ужасно оказаться в бесконечной бездне, черноте пространства и времени, оказаться совершенно одному. Это мучительное одиночество. Это ад. Мы привыкли оценивать себя в пространстве протяженности своей земной жизни, которая наполнена красками, событиями, личностями вокруг нас. Но оцените миг вашей жизни относительно бездны вечности. Оцените и содрогнитесь. Насколько коротко обладание всем тем, что для нас дорого в плане земного бытия. Относительно вечности все это сужается в точку в бесконечном океане.
обесценивается, становится иллюзией, перестает быть. И если вместе с этим для нас перестает быть и Бог, то наступает холодная, зловещая чернота. Но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Эти жизнеутверждающие слова оживляют нашу веру, укрепляют надежду, дают смысл. Бог не является заложником своей великости, надмирности, трансцендентности. Он, как Бог совершенный, сам преодолевает эту дистанцию между им и человеком и становится по своей благости нашим событием. Бог из бесконечно далекого становится бесконечно близким Богом. Богом во мне, не слитно и нераздельно. Происходит наше обожение. Вы боги есть. Так Он говорит об этом. Так Он хочет. Так Он творит. От нас нужно только согласие на данный акт. Из великого разъединения Бога и человека сотворить великое же соединение. Тот же момент нашей веры, который казался на первый взгляд слабым звеном, становится во главу угла, как весь смысл нашего бытия. Оживает Бог, становится Богом живым, бытийным. Аз есмь. Так Он говорит сам о себе. Я есть. Не просто сам в себе. Я есть для вас. Я есть в вас. И оживает человек, оживает за пределами своей земной ограниченной жизни. Его жизнь перестает быть мгновенной вспышкой, мгновенной относительно вечности. Она сама входит в вечную жизнь вечного Бога. Бог становится человеком, чтобы сделать человека Богом. Ни в одной религии, философии нет такой смелой, такой дерзкой догматики, чтобы так мыслить, так учить, так жить. Нужно перестать быть Homo sapiens, человеком разумным. Нужно стать Homo divinus, человеком обоженным. И никак иначе.
Человеку в младенчестве его духовного опыта свойственно уклоняться вправо или влево, пока не выстроились, не выковались в горниле его жизненных искушений, исканий правильные ориентиры, задающие безопасный вектор движения. Движение в сторону благой цели. Никто не благ, как только Бог. Взрослейте. Выходите на прямую дорогу, ведущую к Нему. Взрослейте и возвращайтесь. Возвращайтесь в дом Отца нашего. Он ждет нас. Он не может просто ждать. Он выходит нам навстречу. Бог, выходящий навстречу, самый дорогой и великий в своем смирении и любви. Это наш Бог. Бог, которого знают христиане.